Всем здравствуйте! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Татьяна. Сегодня представляю мастер-класс по вязанию вот такой вот кофточки. Это у нас круглая кокетка. Что касается этого мастер-класса, я здесь постаралась подробно по рядам рассказать, показать, как связана данная кофточка. То есть от самого начала и до конца я подробно рассказываю и показываю, как провязывается данная кофточка. Что касается самой круглой кокетки. На мой взгляд, круглая кокетка вяжется очень просто. Даже проще, чем реглан. Единственное, нужно знать вот эти вот прибавочки, которые нужно делать. Для того, чтобы связать эту кофточку, мы должны обязательно знать свой размер. Данная кофточка у меня связана на размер 44-46. То есть М. Но вы знаете, на размер S 42 она тоже, в принципе, подойдет. Сейчас я вам расскажу сначала, из чего она связана, а затем пройдусь по размерам. Это пряжа у нас стопроцентный меринос, фабрика Zegna Barufa. Связана она из вот такой вот бобинной пряжи. 4 сложения. Здесь у нас метраж 1500 метров. То есть у нас получается ниточка, 4 сложения, и это 375 метров в 100 граммах. Казалось бы, что метраж такой не толстый, но кофточка тепленькая, потому что, ну, сам меринос говорит сам за себя, так? И очень мягкий, очень нежный такой, вы знаете, пряжа, конечно, достойная. Вы можете, если кто-то заинтересуется вот этой вот кокеткой, вы можете брать любую бобину пряжи. Вот, допустим, смотрите, 1500 метров в 100 граммах. Ну, 4 ниточки, и у вас получится тот же самый метраж. То есть вы не обязательно можете брать меринос. Вы можете взять полушерсть, можете взять хлопок. То есть вот видите, бобина пряжа хороша тем, что она действительно, можно ее, скажем, в несколько сложений подобрать и свой метраж вот этот выделить. И сразу хочу отметить то, что бобина пряжи имеет очень большое преимущество. В том плане, что когда мы вяжем, здесь нет узлов. Вы знаете, вот когда вязалась эта кофточка, так, поскольку это бобинная пряжа, то есть я сразу, конечно, размотала ее на отдельные моточки, но она связана без единого узелка. Только где-то вот по рукаву, когда я вязала второй рукав, мне не хватило ниточки, и я где-то вот просто добавляла одну тоненькую ниточку. Ну, это очень легко, потому что можно сделать такой маленький узелок, и который абсолютно будет незаметен в нашей вот этот вот, в нашей этой кокетке. Что касается пряжи, я вот посмотрела, вы знаете, любую пряжу, как я уже сказала, бобинную, можно брать, подобрать свой вот этот вот метраж, 375 метров примерно в 100 граммах, и вязать, если вам нужен именно этот размер. Что касается других ниточек, допустим, вот нашла у себя в запасах вот такую вот пряжу. Вы знаете, здесь вот метраж 50 грамм, 185 метров. То есть это 370 метров в 100 граммах. Это у нас акрил детский. Вот, но как раз вот подойдет по метражу такая ниточка. Она очень мягкая. Вот эта вот детская пряжа, конечно, она очень мягкая. Что касается еще вот такой ниточки, вы знаете, можно заменить и просто хлопком Alize Bella. В данном случае у меня батик. Здесь у меня метраж 50 грамм, 180 метров. То есть 360 метров тоже подойдет на вот эту вот кокетку, на этот размер, если вы захотите вязать именно такого размера. И кроме того, вы знаете, вот я в интернете посмотрела, понаходила пряжи, которую вы сейчас видите. Так, из этих вот мною нашедших видов пряжи,
вы знаете, просто подходит по метражу Нако Эстива. 50% хлопок, 50% бамбук, 375 метров в 100 граммах. И точно такой же самый метраж Аделия Маркус. Там 60% полиэстер и 40% шерсть. Кроме того, Камтекс, видите, воздушный, 370 метров в 100 граммах. Тоже отлично подойдет. Вы знаете, я еще хочу отметить то, что у нас есть, вот, допустим, пряжа Alize Lana Gold 800. Здесь у нас метраж 800 метров в 100 граммах, то есть получается довольно-таки тонкая нитка. Так, если вы будете вязать 2 ниточки, это уже получится 400 метров. Вы знаете, она не сильно такая и, скажем, тонюсенькая получается, поэтому тоже можете, в принципе, ее брать. И кроме того, вы знаете, я хочу еще вам, скажем так, тоже предложить, потому что я иногда тоже использую. Беру моточную пряжу, допустим, и какую-то бобинную, вот тоненькую бобинную пряжу, плюс моточную можно добавить, так, по цвету подобрать, так, и высчитать метраж. Если вы не знаете, как высчитывать итоговый метраж, то я вам сейчас вставлю вот эту вот формулу, по которой можно высчитать метраж и узнать конкретно, какая у вас будет уже ниточка на выходе. Так, вот эта формула, я все-таки решила вам прокомментировать. Если у нас вот этот М, это итоговый метраж, значит, что мы должны сделать? М1 умножить сначала на М2, затем разделить их сумму. Где М1 это метраж первая пряжа, то есть первая пряжа, но обратите внимание на то, что это 100 грамм. Так, то есть у нас моточек должен быть, метраж высчитан не на 50 грамм, вот как здесь, а именно на 100. То есть у нас получается, здесь мы должны высчитывать не 185 метров, а именно 370 метров. Так, сначала мы умножаем вот эти вот два метража. Затем делим на их сумму. И в итоге вы получите свой последний вот этот вот метраж, каким вы будете уже вязать данное изделие. Расход получился 360 грамм. Так, теперь по размерам. Давайте сразу мы измеряем по уровню груди 46 сантиметров. Теперь от самой вот этой верхней точки, вот отсюда, вот так вот будем мерить, и до низа получается 56 сантиметров. Так, сама высота кокетки, вот смотрите, вот это вот уже начинался у нас, скажем, подрез, поэтому мы будем измерять вот от этого подреза и до, скажем, нашего вот этого ворота, так, до нашей резиночки. Получается где-то 21,5, ну, может быть, так вот, если мы будем носить, 22 сантиметра. Так, теперь ширина руки в самом широком месте, вот здесь вот по уровню проймы, 15 сантиметров. И сам рукав, длина рукава сначала от проймы, ну, правда, руки у нас, скажем, у всех разные, но все равно давайте я замеряю. Получается у нас рукавчик вот до резины, вместе с резиночкой этой маленькой, 41 сантиметр. Ну и если весь рукав, начиная вот после этой вот резиночки до низа, 64 сантиметра. То есть, как видите, по размерам это у нас 44-46, как я сказала. Но, в принципе, если кто-то хочет посвободнее, значит, можно и связать на размер 42. Что касается остальных размеров, я сейчас вам дам, скажем, небольшой расчет, как связать данную кокетку на свой размер. Единственное, сейчас я быстренько пройдусь по спицам, чтобы нам уже завершить, скажем, такой обзор. Что касается спиц, вот этот ворот у нас связан с скрещенной резиночкой такой. Итальянский набор петель у нас
Я все в мастер-классе показываю. Сам ворот. Вот эти вот маленькие манжеты. Резиночка. Здесь у нас 5 рядов. Скрещенная тоже. И низ изделия связаны спицами номер 3. Что касается основного полотна, вот здесь вот после высота кокетки у нас связана спица номер 3,25. Сама вот эта вот кокеточка 3,25. Дальше я переходила на спицы. Вот здесь вот у нас уже спицы. И рукава. Также, когда мы уже набрали петельки, спицы номер 3,75. Подробно вот все показываю, рассказываю в этом мастер-классе, как они провязываются. Вот, поэтому я думаю, что даже те, кто ни разу не вязал кофточку-кокетку, вы можете смело связать по моему мастер-классу. Я надеюсь на то, что вам будет это понятно. Постаралась все-таки максимально, скажем, подробно и доходчиво объяснять вязание данной кофточки. Так, теперь, если у вас размер меньше или больше, кратенько я вам сейчас расскажу, как связать кокетку на свой размер. Сразу я хочу вам сказать свою плотность вязания. Значит, смотрите, плотность вязания в рядах у меня 3,9 ряда в 1 сантиметре. Что касается в сантиметрах, у меня 2,7 петли. Так, и размер, как я уже сказала, 44-46. На 42 он тоже подойдет. Набирала 146 плюс 1 петлю. Так, теперь что касается нашей вообще вот этой кокетки. Если вы хотите связать на свой размер, с чего мы начинаем? В первую очередь вы должны знать свою плотность вязания. Плотность вязания в рядах и в сантиметрах. В рядах, допустим, у меня в 1 сантиметре 3,9 ряда. Что касается в плотности вязания в сантиметре, это в высоту, так, у меня получилось 2,7 петли. Так, самое главное, с чего мы начинаем, для того, чтобы выяснить, какая у нас должна получиться кокетка, мы должны для себя определить высоту кокетки. Так, высота кокетки высчитывается по формуле 25% от окружности груди. Если у меня окружность груди, вернее, на который размер я вяжу 90 сантиметров, то 25% от этой цифры получается 22,5 сантиметра. И вот это вот получается у нас высота кокетки, которую я буду провязывать. Так, для чего она нам нужна, эта высота кокетки? Мы должны посчитать количество рядов. Вот это вот количество рядов в 1 сантиметре у нас 3,9 ряда. Значит, высота кокетки в сантиметрах умножаем на количество рядов в 1 сантиметре. И у нас получается 87,75 ряда. Но я округляю до 90 рядов. То есть у меня получается, что в высоту кокетку я провязываю, и у меня получится 90 рядов. Вы смотрите сами. Если вам нужна высота другая, значит, вы посмотрите свою высоту кокетки, умножьте на свою плотность вязания в рядах, и у вас получится вот это вот количество рядов по кокетке, когда вы будете провязывать. Это обязательно нужно знать. Кроме того, мы должны знать первоначально вырез горловины. То есть сколько петель мы должны набрать на вырез горловины. Я чаще всего беру обхват головы. В данном случае я вяжу на 55 сантиметров обхват головы. Умножаю на плотность вязания в сантиметрах 2,7 петель. И получается 148,5 петель получается. Я набирала 146. Ну, естественно, плюс 1 петлю для замыкания в круг. Что касается вот этого первоначального набора петель.
Если вам нужна горловина поуже, вы можете даже отнять минус 5%, можете даже минус 10%. Если вы хотите, чтобы вырез горловины был лодочкой, то, естественно, вы должны прибавить еще плюс 5%, плюс 10%, в зависимости от того, какой вы вырез хотите. Если пошире, то, естественно, прибавляйте больше петель. Но я остановилась именно на этой цифре, то есть я не прибавляла и не убавляла эти петли. Так, вот это у нас получается первая наша цифра, то есть данная цифра пойдет на вырез горловины. То, что мы набираем с самого начала. Так. После этого мы должны выяснить, какая вся ширина кокетки у нас должна получиться. Для этого мы должны следующим образом высчитать. Берем полуобхват груди, умножаем на 2. Это все приплюсуем обхват руки уже, умножаем на 2. Так, и у нас получается, полуобхват груди был 45 сантиметров, умножаем на 2, это будет получаться 90 сантиметров. Плюс обхват руки 30 сантиметров, умножаем на 2 руки 60 сантиметров. 150 сантиметров. Вот это вот наша вся кокетка круглая должна получиться. Умножаем ее на плотность нашего вязания, то есть на 2,7 петель. В результате получается 405 петель всего. Так, здесь нужно еще высчитать подрезы, то есть это учитываются еще петли подреза. Для подрезов я высчитаю количество петель по следующей формуле. 5% от вот этой вот нашей цифры. От 405 петель. И у нас получится 20,25. То есть у меня получится где-то 10 петель подрез. Вот с одной стороны и с другой стороны. То есть 20 петель пойдет на подрез. В результате 405 отнимаем вот от этой цифры подрезов. И у нас получится 385 петель. Вот те, которые у нас получаются на выходе всей кокетки. То есть когда мы ее провяжем, у нас должно получиться вот эта вот циферка. Полностью вся. Включая рукава наши, спинку и перед. Если у кого-то руки пошире, то вот берите тогда не 5%, а 8%. То есть тогда уже на подрезы пойдет больше петель. Так, для того, чтобы все-таки рука была более свободная. Следующий расчет, который мы должны с вами выяснить. Значит, вы знаете количество петель, которые будете набирать с самого начала. Вот они у меня. Затем на выходе, без учета подреза, у меня получится 385 петель. Мы их отнимаем, и получится 239 петель, которые у нас должны быть прибавлены. То есть это у нас будут прибавки. Что касается прибавок в кокетке. Прибавки могут быть, скажем, выполнены различными способами. В данном мастер-классе я выполняла следующим способом. Я вам сейчас тоже вкратце расскажу. Поэтому хочу, скажем, отметить то, что я им пользуюсь чаще всего. Хотя есть и другие какие-то свои методы расчета кокетки. Значит, что мы должны в первую очередь рассчитать? Мы должны понимать, что вот наша эта кокетка, которую мы с вами будем вязать, мы ее должны разделить на 3 части. Так, вот это у нас будет последняя, 3-я часть. Так, дальше у нас будет идти 1-я часть, и посерединке у нас будет 2-я часть. Так, что касается прибавок. Прибавки мы будем делать следующим образом. Вот это вот то, что я делала в данной кокетке. В 1-й части я прибавила 40% от вот этой цифры. То есть всего у нас прибавок 239. 40% от этой цифры я прибавила в 1-й части.
Во второй части 22% от этой же цифры, от этих всех прибавок. И в последней, в третьей части 38%. Это что касается прибавок. Если смотреть по количеству петель, получается 95 петель в первой части, во второй 59, в третьей 91. Но у меня цифры немножко получились другие, потому что я вот эти вот мережки провязывала, поэтому у меня эти циферки немножко скорректировались. В принципе, здесь тоже ничего страшного нет. Прибавки у меня получились вот такие. В первой части 106, во второй 59, в третьей 76. Так, то есть они отличаются от этого количества, которое вот я вам сейчас указала. Конечно, вы, когда будете вязать, скажем, вяжите по-правильному, так, но даже вот с этими цифрами, которые я прибавила, у меня, в принципе, ничего, скажем, плохого не получилось. Кокетка сидит хорошо. Так, теперь получается, дальше идем. Прибавки мы сказали с вами в петлях. Сейчас мы должны рассчитать, сколько рядов в каждой части. Здесь у нас тоже существуют свои процентные соотношения. Какие? В первой части должно быть 32% от количества рядов. Их у нас всего, как я говорила, 90 в данном случае у меня. Вторая часть 22%, а в третьей части у нас 46% остальной части рядов. Так, в количествах рядов у меня получилось все одинаково, да, то есть так вот, как рассчитываются по схеме, оно у меня и совпало. То есть в первой части у меня 29 рядов провязано, во второй части 20 рядов, а в последней 41 ряд. И всего 90 рядов, но прибавок у меня получилось не 239, а 240. Одна петелька не сыграет никакой роли. Вот такие расчеты у меня получились по данной кокетке. У вас могут быть свои, конечно, свое количество рядов, свои прибавочки. Вот, поэтому, если у кого-то совпадут данные, скажем, цифры, то, конечно, вы можете смело вязать за мной. Так, и еще я покажу вот такую вот табличку, которая действительно, скажем, нам поможет сориентироваться в тех или иных размерах. Если просмотреть поближе, вот смотрите, это стопроцентный меринос, Zegna Baruffa. У нас такая ниточка 1500 метров в 100 граммах. Вот она довольно-таки тонкая. Я буду вязать 4 сложения. Вот такая вот ниточка у нас получится. Я сейчас буду разматывать на отдельные моточки. То есть 3 моточка еще я размотаю, а это будет 4-я. Что касается спиц. Спица у меня номер 3. Для начала я возьму спицы леска 80 сантиметров. Так будет удобно, более удобно набирать петли. Так, затем перейду на 40 сантиметров. И что касается количества петель, я буду набирать 146 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Но я буду набирать итальянским способом. Вы можете набирать каким-то своим любимым способом и так далее. Можете набрать и эластичным способом. У меня на канале есть также видео отдельное. Очень простой и довольно-таки, скажем, быстрый набор петель. Называется эластичный способ. Вот сейчас можете перейти по ссылочке, она появится в правом верхнем углу. Но я набирать буду именно итальянским способом. У меня тоже есть на канале отдельное видео, поэтому я не буду тратить время на этот набор. Если кого-то заинтересует, переходите по ссылочке. Но этот набор действительно очень красивый. Он фабричный и смотрится очень привлекательно. Я уже провязала наборный край. Смотрите, у меня 2 ряда полурезинки. И это итальянский набор петель. Вот так он выглядит поближе.
с одной и с другой стороны. Очень красиво. Правда, немножко с ним, скажем так, нужно повозиться, особенно когда более тонкая ниточка. Но это этого стоит. И перехожу сейчас на спицы уже большего размера, 3,25. То есть у меня здесь была троечка, сейчас будет 3,25. Буду вязать на длинной леске, мне так более удобно. Методом Magic Loop. Если кто-то не знает, как провязывать и пользоваться этим методом, можете перейти по ссылочке и посмотреть отдельное видео. Очень удобный способ. И дальше мы вяжем резиночку 1 на 1. Я буду вязать лицевые скрещенные, а изнаночные обычные. Как провязывать лицевые скрещенные, сейчас вам покажу. Провязываем за заднюю стеночку. Вот таким образом. Вот видите, она перекрещенная. Это у нас скрещенная петля. Дальше идут изнаночные. И опять лицевая скрещенная за заднюю стеночку. Итак, провязываем дальше 9 рядов. 9 рядов я уже провязала. Вот у нас получаются скрещенные эти лицевые петли. На другой стороне изнаночные обычные получаются. Это вот у нас получается на изнаночной стороне будет. Так. И теперь у нас следующий ряд будет полностью лицевой. Все петельки мы провязываем лицевыми. Скрещенных сейчас уже нет. То есть провязываем полностью лицевые и изнаночные обычными лицевыми петлями. Следующий ряд мы будем считать как уже первый ряд кокетки. И в этом ряду у нас будет уже прибавки. Мы будем делать прибавки через 5 петель. То есть 5 лицевых мы провязываем и делаем прибавочку. Делаем прибавку так, чтобы она была незаметной. Вот таким образом. Провязываем 5 петель лицевыми. Так, и смотрите, вот следующая петля у нас идет лицевая. Мы ее будем провязывать следующим образом. Во-первых, провяжем так, как вот мы провязываем. И следующую петельку берем также из этой петли. Вот смотрите, вот таким образом подхватываем, и у нас получаются 2 петли. Дальше провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Делаем опять петлю, прибавку точнее. Провязываем сначала лицевой, и затем вот за заднюю стеночку, видите, подхватываем и провязываем еще одну петельку. И так дальше повторяем. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем прибавку. Сначала провязываем, а затем за заднюю стеночку провязываем лицевой. Итак, у нас будет уже на спицах 175 петель. Было 146, прибавляем 29 и получается 175 петель. После этого идем дальше. Второй ряд и третий ряд вяжем лицевыми. Далее четвертый, пятый ряд у нас будет идти узор цепочка. Вот я немножко провязала, он заключается в следующем. Первый ряд изнаночная, нить перед работой, и эту петлю мы снимаем. Дальше провязываем изнаночной, нить перед работой, петлю снимаем. И повторяем таким образом. Изнаночная провязываем, одну снимаем, нить перед работой. У нас получаются вот такие вот цепочки. Но я хочу заметить то, что не надо стягивать полотно, потому что оно будет тесное. Ну и, конечно, не сильно растянутое. То есть вот эти вот наши цепочки должны просто прилегать при петельке. Можно даже немножко, скажем, посвободнее, чем они сами расположены. То есть вот так вот, как идет ниточка, так мы ее и провязываем.
Это первый ряд узора цепочки. Второй ряд вяжется очень просто. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть там, где у нас была изнаночная, мы будем провязывать лицевой. А там, где мы снимали нить перед работой, это будет изнаночная. Второй ряд узора цепочка. Там, где у нас была изнаночная, мы провязываем лицевой. А где у нас вот это вот была снятая петля, мы провязываем изнаночной. И повторяем. Изнаночную провязываем лицевой, а там, где мы снимали, провязываем изнаночной. И так до конца ряда. И вот так вот выглядит поближе этот узор цепочка. Вот такие вот снятые петельки. Получается очень симпатично смотрится. Для того, чтобы знать, в каком ряду мы вяжем, нужно или записывать этот ряд, или же можно воспользоваться вот такими счетчиками рядов. Очень удобно. Или те, которые прокручиваются, или же электронными. Вот у меня сейчас идет 5-й ряд. После этого 4 ряда мы будем провязывать лицевыми. То есть 6, 7, 8, 9 ряд будут полностью лицевыми петлями. Итак, 9 рядов уже провязано. Сейчас идет 10-й ряд, и в 10-м ряду идет узор штрихи. Вот я уже немножко выполнила, так он выглядит поближе. Провязывается он следующим образом. Накид, 3 петли провязываем лицевой, и затем вот этот наш накид набрасываем и перебрасываем через 3 вот эти вот петельки. И опять накид, 3 петли провязываем лицевой и перебрасываем вот этот вот наш накид, немножко его не затягиваем, вот так, через эти 3 петельки. Что касается следующего ряда, мы провяжем эти 3 петельки лицевой. Каждая петля будет провязываться. Дальше идет вязание следующим образом. Это у нас 10-й ряд, как я сказала, идет узор штрихи. Следующий 11-й ряд у нас будут все петли лицевые. То есть из этих вот 3 петель мы должны провязать 3 петли. После этого в 12-м ряду идут у нас уже прибавки. Прибавки будут идти через 5 петель. Точно таким же самым образом будем делать прибавочки, как мы делали в самом начале. Вот видите, вот он даже вот это вот, скажем так, немножко, и если рассмотреть, вот это вот и есть накид наш. Так, значит, в 12 ряду опять у нас идет прибавки, идут через 5 петель, и у нас получится 210 петель. 175 сейчас у нас на спицах. После того, как мы прибавим 5 петель, у нас получится 210 петель. Дальше 13, 14, 15 ряд будут все петли лицевые идти. А 16 и 17 ряд у нас будет идти узор цепочка. Вот это вот цепочка, которая у нас шла в самом начале. Вот это вот. Это 16-17 ряд. После этого 18, 19, 20 и 21 ряд у нас идут лицевые петли. И после того, как мы провяжем 21 ряд, тогда мы с вами встретимся. Провязано у меня 21 ряд кокетки. Вот так она выглядит поближе. Вот эти вот наши узоры красивые. Сейчас у нас идет 22 ряд, и у нас в этом ряду будут прибавки. Прибавки мы будем делать также через 5 петель, но мы будем делать, скажем так, через узор. Узор называется звездочка. И провязывать будем следующим образом. Я провязала вот уже один раппорт. Мы будем делать следующим образом. 3 первые петли лицевые, а дальше из 2 будем вывязывать 3. Провязываем 3 петли.
Дальше 2 следующие петли мы с вами будем за задние стеночки подхватывать. Протягиваем ниточку, делаем накид и опять заводим спицу в эти 2 петли. Вытягиваем ниточку вот таким образом и повторяем. 3 петли лицевые. Дальше в следующие 2 петельки за заднюю стенку выводим нить, накид и опять заводим спицу туда, подхватываем нить и выводим. И так до конца ряда. Вот у нас получилась прибавка. Вот именно вот здесь вот. То есть больше нигде. Так мы будем делать прибавку в этом ряду. Это узор звездочка. Итак, у нас уже на спицах будет 252 петли. То есть сейчас у нас было 210. Мы прибавим 42. Получится 252 петли. Что касается следующего вязания. Дальше у нас будет 4 ряда лицевые. То есть 23, 24, 25 и 26 все петли будем провязывать лицевые. Следующий ряд 27 и 28 мы сделаем узор цепочка. Вот это вот цепочка, которую мы с вами делали вот здесь вот и здесь. Это будут 27 и 28 ряды. Дальше 29, 30 и 31 ряд мы с вами провяжем полностью лицевыми. И тогда мы встретимся, потому что в 32 ряду мы будем делать уже прибавки. 31 ряд у меня уже провязан. В 32 ряд мы идем уже с прибавками. Прибавки будут узором звездочка, то есть так же, как и в 22 ряду. Но сейчас мы будем с вами провязывать 6 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И из 2 петель следующих за заднюю стенку провязываем. Затем делаем накид. И опять спицу вводим в эти 2 петли. И выводим ниточку. И повторяем 6 петель лицевых. 4, 5, 6. За заднюю стенку 2 петли провязываем. Накид делаем. Затем опять протягиваем и вытягиваем ниточку. И так повторяем до конца ряда. И это у нас уже 32 ряд. Что касается дальнейшего вязания. Дальше 33, 34, 35, 36 и 37 будут все петли лицевые. В 38 ряд будет узор штрихи. То есть так, как мы делали в 10 ряду. Вот этот вот узор штрихи. Дальше в 41 ряду у нас будут прибавки. Я уже не буду останавливаться в 41 ряду. В этом 41 ряду будут прибавки, такие же самые, как сейчас, то есть звездочки, но уже будем провязывать 8 петель, и тогда из 2 петель вывязывать 3. То есть сейчас мы с вами вяжем 6 петель, а затем из 2 провязываем 3. В 41 ряду мы провяжем 8 петель лицевых, а дальше из 2 петель будем вывязывать 3 петли. Дальше 42, 43, 44, 45 ряды это лицевые. 46, 47 это цепочка, узор. Вот эта вот цепочка, еще раз показываю, вот эта вот цепочка, вот эта вот цепочка. Так, то есть она у нас идет, видите, вот это вот через некоторые узоры повторяется. Дальше 48, 49 и 50 это лицевые. И тогда мы остановимся. В 51 ряду уже будут прибавки. Так, на данный момент вот так вот выглядит у нас кокетка. Здесь у нас высота 11 сантиметров. И провязано у нас сейчас 50 рядов. В 51 ряду у нас идут прибавки. Прибавки так же, как и шли перед этим. То есть 8 петель лицевых мы провязываем, а из 2 вывязываем 3.
То есть это звездочки. Вот смотрите, я уже немножко провязала. И считаем 1, 2, 3 лицевые. Еще нам надо провязать 5. 4, 5, 6, 7, 8. И провязываем за заднюю стеночку 2 петли вместе, затем делаем накид и опять заводим спицу в эти 2 петли, вытягиваем нашу ниточку. Здесь мне неудобно, потому что я специально вытянула, сделала вот эти вот леску, еще дополнительную спицу, поэтому сейчас буду опять переходить на одну спицу. Еще раз заводим в 2 петельки, вытягиваем ниточку, делаем накид и опять заводим спицу в эти 2 петли. Вот у нас получается 3 петли. И опять провязываем 8 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я делала маркеры, здесь отделяла маркерами 50 петель, чтобы легче было посчитать. И вот у нас получается эта прибавка через звездочки. Значит, что касается количества петель. В этом 51 ряду у меня сейчас 310 петель. И в этом 51 ряду через 10 петель, значит, у нас прибавится еще 31 петля. То есть 310 разделить нужно на 10 петель, и получится 31 петля. Еще мы прибавим. То есть после того, как мы прибавим вот здесь петли, в 51 ряду на спицах у нас будет 341 петля. Дальше вязание будет наше следующим образом. 52, 53, 54, 55 и 56 ряд будут все петли лицевые. В 57 ряду узор штрихи. Вот такой. 57 ряд. Далее 58, 59 и 60 будут петли лицевые. А в 61 ряду у нас будут уже прибавки. Прибавки уже будут идти через 11 петель. И тогда мы остановимся, опять померяем нашу высоту кокетки. На данный момент, вот как я сейчас померяю, у нас высота кокетки получается, не считая, скажем, вот этого нашего ворота, 11 сантиметров. Это 50 рядов, 11 сантиметров. Провязываем далее и остановимся после 60 ряда. Сейчас идет 61 ряд. В этом ряду мы делаем прибавки через 13 петель. Точнее, 11 лицевых мы провязали, а 12 и 13 делаем прибавочки. Вот таким образом 2 петли вместе провязываем, делаем накид и затем опять заводим спицу в эти 2 петли. Выводим, получается 3 петли. То есть это у нас узор звездочки. Значит, в 61 ряду у нас будет узор звездочки и будем делать вот эти прибавки. Получается, прибавки у нас будут через 13 петель, то есть через 11, и вот эти вот 2 петли мы провязываем, делаем 3 петли. Значит, на спицах у нас до этого было 341 петля, разделить на 13 петель, получается 26 прибавок мы с вами сделаем в этом ряду. И тогда на спицах у нас после этого ряда будет 367 петель. 367. После этого 62, 63, 64 ряд это будут лицевые. Что касается дальнейшего вязания, я не буду уже показывать, сейчас я вам все расскажу. В 65 ряду у нас будут прибавки. Прибавки у нас будут через 19 петель, но мы будем провязывать 17 петель и затем делать вот эту вот звездочку. То есть в 65 ряду будет опять узор звездочка через 19 петель, но 17 провязываем, а 18 и 19 провязываются вместе и делается вот эта вот звездочка.
После этого, после 65 ряда, у нас будет на спицах 386 петель. И дальше мы с вами будем вязать уже без прибавок. Это будет последний ряд с прибавками. 65 ряд. Дальше мы с вами будем вязать без прибавок. Всего у меня будет 90 рядов. И что касается дальнейшего вязания, после 65 ряда будет следующее. 66, 67 ряд – это узор цепочки. Вот эти вот. Дальше 68, 69, 70, 71 – это лицевые ряды. Дальше 72 ряд мы будем провязывать 5 лицевых, 5 изнаночных. Там одна петелька останется в конце, мы ее просто провяжете лицевой. Провяжете. А в следующем, 73 ряду, где лицевые, мы провяжем изнаночными. Там, где изнаночные, будем провязывать лицевые, то есть поменяем. И после этого у нас будет 74 ряд по 84 ряд, это лицевые ряды. А 85 и 86 я сделаю цепочки. Опять вот этот вот узор. И дальше у нас 4 ряда. 87, 88, 89 и 90 будут лицевые ряды. На данный момент, вот сейчас я уже провязала 63 ряда. И у меня высота кокетки 14 сантиметров. Вот видите? Это 63 ряда. Дальше провязываем самостоятельно по той схеме, которую я рассказала. Так выглядит кокетка, когда уже провязано 90 рядов. Вот именно после нашего воротника и до низа. Так, вот 90 рядов у меня провязано. Так, что касается высоты кокетки, у меня она составляет 23 сантиметра. Так, 23 сантиметра. Вы знаете, кокетку вязать хорошо тем, что на свой размер примерить на себя и посмотреть высоту. Так, то есть вот как мы вяжем реглан сверху, тоже примеряем. Также и кокетку примеряйте и смотрите по своим размерам. Если у вас размер больше, значит вы вяжете больше. И петель прибавляете больше. Если посчитать, скажем, в сантиметрах, то есть вот у меня начало ряда, и в сантиметрах вот так вот я тоже примеряю, какая у меня получилась, какая вот это вот наша вся длина кокетки. Вот таким образом можно приложить сантиметр, посмотреть. Так, вот 150. И еще вот до сюда у меня составляет где-то 10 сантиметров. То есть всего 160 сантиметров. У меня получилась вот эта вот вся длина. И вот таким образом у меня сейчас выглядит количество петель. Всего на спице 386 петель. На спинку я отдам 124 петли, на перед 126 и на рукава по 68 петель. То есть мы сейчас возьмем маркеры и распределим эти петли. Начало у нас ряда вот здесь, ну, это у меня будет серединка спинки. Вот серединка спинки, видите, вот это вот начало, поэтому это будет серединка спинки. От этого маркера мы должны отмерить, смотрите, вот у нас спинка 124 петли, значит 62 петли с одной стороны отсчитываем, вешаем маркер, и с другой стороны 62 петли. Дальше идет 68 петель на рукав с одной стороны, и с другой стороны тоже 68 петель. По переду остается 124 петли. То есть повесили маркеры
И пометили, где у нас рукава, где у нас перед и спинка. Так, можно, в принципе, сейчас сложить. И вот так вот она будет выглядеть на данный момент. Это наша кокетка. Вот это вот наша высота кокетки получается. Видите? То есть получается 23 сантиметра кокетка. Это меринос, поэтому он вытягивается еще. После того, как постирается, он вниз вытянется немножко. Так. И сейчас мы с вами приступаем к следующему этапу. Сейчас мы с вами будем провязывать росток. Росток у нас будет по спинке. Вот у нас вот это вот маркер начало спинки. И здесь у нас вот это вот конец спинки. Так, вот это вот, эту часть мы с вами будем провязывать вниз на 4 сантиметра поворотными рядами. При этом мы будем с вами прибавлять петли по краям. Каким образом? Так, вот сейчас я вам покажу, что я здесь вам объясняю. Значит, у нас росток будет 4 сантиметра. Плотность вязания у меня 4 ряда в 1 сантиметре. Значит, 16 рядов поворотных я буду провязывать вот в этом ростке. То есть дополнительно на спинке у нас еще будет 16 рядов поворотных. Так, и я буду прибавлять петли по краям вот этой нашей спинки. Каким образом? Смотрите, я на подрезе буду брать 7 петель с одной стороны и 7 петель с другой. Но я не буду воздушными петлями набирать, а буду набирать именно по кокетке, по вот этому ростку. Я вам потом покажу. Единственное, объясняю, что прибавлять я эти петли буду с одной стороны и с другой стороны в следующих рядах. Первый и второй ряд. Первый и второй ряд я просто провяжу. Дальше третий ряд я уже буду прибавлять с одной стороны и с другой стороны. Дальше в 5-м ряду опять будут прибавочки с двух сторон. В 7-м ряду 9, 11, 13 и 15. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот в этих вот 7 рядах я буду прибавлять петли по одной петельке с двух сторон. Поэтому у меня, когда я вывяжу росток, с одной стороны прибавится 7 петель, и с другой стороны прибавится 7 петель. И получится вот такой вот, скажем, такая вот трапеция уже. То есть вот будет идти не прямо росток, а именно под таким наклоном. Поэтому, когда мы будем уже соединять рукава, у нас уже вот эти вот подрезы будут на самом ростке. Этот способ набора петель для подрезов на кокетке мне очень нравится по сравнению, скажем, с прямым вот этим набором, который мы делаем, когда провязываем, допустим, реглан сверху. Начинаем провязывать азиатский росток. Первый ряд, вот, и второй ряд у нас будут по рисунку. Значит, первый ряд у нас будут все лицевые. Разворачиваем вязание, идем назад, и это будут изнаночные петли. Единственный момент, когда будете на изнаночной стороне вязать, вяжите тесно, чтобы не было таких пробелов между рядами. Петли очень должны быть тесно на спице лежать. Значит, первый ряд, вот у меня был маркер, так, то есть это у меня идут уже петли рукава. Их я перекину на дополнительную, скажем, леску или же на ниточку. С одной стороны и с другой стороны. Так, и сейчас у нас первый ряд мы провязываем полностью лицевыми. Затем возвращаемся, как я сказала, идем изнаночными. Вот доходим до нашего маркера, где заканчивается наша спинка. Разворачиваетесь и дальше вяжете полностью уже изнаночный ряд. И встречаемся в 3-м ряду. Третий ряд нашего азиатского ростка. Мы должны прибавить 2 петли с одной стороны и с другой. Смотрите, я первую петлю буду провязывать, а
прибавку буду делать после одной петли. В конце ряда я буду делать прибавку, не доходя одной петли. Значит, прибавку будем делать из низ лежащего ряда. Вот так вот. Смотрите, петля у нас следующая идет. И берем вот эту вот стенку боковую, на спицу заводим и делаем такую скрещенную петлю. Провязываем дальше у нас лицевые. То есть она будет такая не видна и очень красивая. То есть прибавки мы эти будем делать после одной петли. Оно будет красивее. Так, то есть одну петельку провязали и сделали вот эту прибавочку. Точно так же мы будем делать и прибавку после, в конце, точнее, ряда, да, не доходя одной петли. Последняя петля у нас будет провязываться. Итак, мы будем с вами провязывать следующим образом, вот как я сказала, по схеме. Я уже не буду показывать дальше, я думаю, здесь все понятно. То есть вывязываем росток именно вот этих вот наших 16 рядов. И у нас получится вот такой вот, скажем, клин идет в сторону трапеции такой. Встретимся уже после того, как провяжем полностью наш азиатский росток. Итак, росток у меня уже провязан. И вот смотрите, какая разница между передом и спинкой. Вот видите, вот это и есть у нас, скажем, разница. Это называется ростком. Так, то есть я разложила вот таким образом. Соединила вот эти вот спинку и перед. А получается вот так вот у нас идет разница между передом и спинкой. Для того, чтобы была посадка хорошая по нашему телу. Так, и что касается ростка. Вот у нас этот росток. Вот видите, это у нас пошли петли для подреза. Так, если в сантиметрах у меня провязано, ну, 4 сантиметра не будет, около 3,5, чуть больше. Это росток. Это что касается моего размера до 50-го. Так? Если вы вяжете на размер больше, конечно, у вас росток должен быть больше. То есть у меня максимум 4 сантиметра, а если больше 50-го размера, значит нужно брать росток 5 сантиметров. Это точно. Так, и что касается дальнейшего вязания. Сейчас мы с вами будем замыкать вязание в круг. То есть соединяем петли переда и спинки. Так, давайте разбираться с нашим вязанием. Вот у нас идет ниточка. Вот это у нас был последний ряд изнаночный, который мы с вами провязали по спинке. Я хочу обратить внимание на то, что нужно провязывать изнаночные ряды более тесно. Вот видите, даже как бы я ни старалась вязать, они все равно вот эти вот полосы какие-то есть. Они вроде бы, вот видите, вот особенно здесь пошло. Поэтому, когда мы вяжем изнаночные петли, то есть изнаночную сторону, нужно провязывать очень тесно в поворотных рядах. Но я думаю, видите, на этой стороне оно, в принципе, незаметно. И когда постирается после ВТО, петельки больше выровняются. Я думаю, тоже ничего страшного не будет. Но все равно, конечно, хотелось бы, чтобы было более ровно. Так, это у меня идет спинка. Вот у нас идет ниточка наша. И мы сейчас будем провязывать первый ряд соединительный после вывязывания ростка. Так, то есть росток вместе шел с петлями подреза. Так, что касается первого ряда. Значит, мы сейчас идем лицевой вот этот ряд первый до конца спинки. И затем будем соединять петли спинки. Начинаем провязывать. Первая у нас кромочная, мы ее будем снимать. Дальше идут все петли лицевые до конца этого ряда. Доходим до конца этого ряда, провязываем все петли лицевые, в последний то же самое. Так, и сейчас соединяем наше вязание, то есть вот наш вот этот рукав, мы его пропускаем.
А дальше идет у нас перед. Вот это вот идет перед. Значит, мы сейчас будем соединять, но для того, чтобы, скажем, на более широкую руку немножко, я решила все-таки набрать еще 3 петли. Так, то есть мы с вами сделали петли для подреза, набрали вот здесь вот, да, 7 петель, но я еще буду делать, набирать еще 3 петли. Вы смотрите сами, то есть это можно сделать следующим образом. Смотрите, соединили наш рукав, вот этот вот рукав у нас будет так. Берете сантиметровую ленту, прикладываете вот таким образом и проверяете, скажем так, сколько примерно сантиметров у вас будет рукав. Ну, вот, ну, я еще возьму 3 петельки. Вы смотрите сами. То есть, если у вас будет более широкая рука, значит, петли воздушные можно больше брать, чем 3 петли. Так? Если у вас узкая рука, значит, достаточно вот этих вот петель, которые мы уже с вами набрали. То есть, здесь уже смотрите сами. Так, 3 петли я набираю воздушные. Просто вот набрасываем ниточку вот таким образом. 1, 2 и 3. И тесно вот так вот их провязываете. Так. Дальше берем перед, вот этот наш, и соединяем вязание. То же самое туго провязываем, особенно первые петельки. Вот это вот первая петля. Видите, чтобы она была тесная такая. Очень туго провязывайте. Иначе потом будут дырки, когда будут соединяться. И вот таким образом у нас сейчас пошли петли переда. Провязываем полностью петли переда и встречаемся возле нашего второго рукава. Доходим до конца ряда, провязываем последнюю петлю. Так, и сейчас соединяем вязание уже дальше. Так же, как и после первого рукава, мы сейчас с вами набираем 3 воздушные петельки. Вот у нас получается вот этот рукав. И сейчас второй. Вот это вот пропускаем рукав. Так, у меня вот здесь вот эта спица, которую мы будем соединять вязанием. Так, вот рукавчик. И 3 петельки тоже набираем таким же самым способом. 1 петля, 2 и 3. Вот 3 петли мы с вами набрали. Дальше соединяем. Это уже спинка. То есть перед мы с вами провязали, это уже спинка. И провязываем петли спинки. То же самое соединяем туго, тесно. Вот и на этом у нас закончилась, скажем, верхняя часть нашей кокетки. Так, то есть мы сейчас с вами дальше будем вязать очень просто. Мы с вами будем вязать дальше по кругу, перед и спинку на свою длину. Какая вам длина, скажем, необходима, на такую вы длину и будете вязать дальше. Я буду вязать лицевыми петлями полностью. То есть уже рисунка этого не будет. Вы смотрите сами на свое, скажем, усмотрение. Ну, обычно я вяжу именно кокетку каким-то узором, верхнюю часть, а дальше просто лицевыми петлями. Что касается спиц. У меня спицы 3,25. Сейчас я перейду на спицы номер 3,5. Почему? Потому что дальше лучше вязать именно на хотя бы полразмера больше, для того, чтобы, скажем, было более одинаковое вязание. Почему? Потому что я уже сколько раз наблюдала, когда вяжу кокетку, верхнюю часть вывязана, дальше вяжу
такими же самыми спицами размером, и они получаются очень узкие. То есть петельки, они уже сейчас будут все лицевые, и как-то полотно становится более тугое, то есть тесное. Вот, поэтому я после кокетки сейчас перехожу на спицы номер 3,5. И дальше уже вяжу на свою длину. Я вам покажу на примере вот этой кокетки. Смотрите, вот у меня были провязаны спицы номер 3. Вот такой вот получается размер, скажем, наших этих петелек. А внизу была тоже тройка. То есть смотрите, вот оно, низ изделия, оно получается всегда более плотнее, потому что только лицевые петли. А здесь у нас получаются более такие широкие. Вот поэтому для того, чтобы более-менее уравнять их, я всегда беру на пол размера хотя бы или на 0,25 больше и вяжу низ изделия дальше. Как провязываем петли вот эти воздушные, которые мы с вами набирали? 3 петельки. Вот у нас вот эти вот 3 петли. Мы провязываем за заднюю стеночку лицевой 1 петля, 2 и 3. И дальше провязываем уже все лицевые. И вот так они выглядят. Так, вот у меня уже полностью провязано от подреза до низа. В сантиметрах у меня получилось 27. Вы смотрите сами. У вас может быть немножко меньше, может быть немножко больше. Это уже, скажем так, на ваше усмотрение. Так, и можно, в принципе, сейчас померить, посмотреть. У меня петельки убежали. Посмотреть вашу длину, то есть примерить на себе или на том, кому вы вяжете. Если этой длины достаточно, значит пора делать уже низ изделия. Хотя низ изделия, вы знаете, тоже можете сами посмотреть. Это не обязательно будет резиночка 1 на 1. Можно и завершить, скажем, лицевой гладью даже. Закрыть петельки красиво. Так, ну это уже, скажем, тоже на ваш вкус. Так, резиночка у меня будет такая же. Вот как и в начале. То есть лицевые петли будут скрещенные. Провязываем за заднюю стенку, чтобы было более красиво. Получилась такая вот резиночка. А изнаночную будем провязывать обычными петельками. Что касается изнаночной стороны, то здесь смотрится все более просто. Скрещенных у нас здесь нет. То есть мы сейчас будем по кругу делать, вязать вот такую вот резиночку. Лицевые скрещены. Сейчас я вам покажу быстренько. Первая петля у нас будет лицевая. Вот это вот. Мы провязываем за заднюю стеночку. Вот таким образом. Вторая у нас будет изнаночная. И опять лицевая скрещенная за заднюю стеночку. Изнаночная. И таким образом повторяем до конца ряда. Единственное, я хочу сказать то, что сейчас буду переходить на спицы меньшего размера. То есть у меня 3,5, а буду переходить на низ изделия, вязать на спицах номер 3. Провязываем дальше самостоятельно. И вот так вот выглядит низ изделия нашего, когда мы с вами уже петельки закрыли. Сейчас приступаем к вывязыванию рукава. Так, у меня уже один рукав провязан полностью. Сейчас будем вязать точно такой же самый рукавчик и второй. Так, вкратенько я вам покажу вот этот вот рисунок наш. Значит, у нас на спицах 68 петель. Так, мы вот сейчас переснимем, так же, как и в этом рукаве. Вот у нас сейчас 68 петель. Так,
Дальше мы будем с вами набирать 8 петель. Вот этих 8 петель это будет вот по нашему ростку. Дальше идут 3 петельки подреза. И эти последние 3 петельки мы наберем вот отсюда. Берем спицы в работу номер 3,75. И начнем мы с вами сразу именно с петель подреза, которые у нас были воздушные. Вот эти вот. Так, вот это у меня маркер, который показывает последнюю петельку. Вот у нас эти 3 петельки воздушные были. Это вот вторая, вот это вот третья. И начинаем мы именно с этих вот двойных петелек. Вот видите, мы начинаем набирать вот за эти 2 дужки. Берем ниточку в работу, оставляем кончик. Так, вот это вот первая петля, потом идет вторая за 2 дужки, третья. Так, и вот таким образом у нас получается уже 3 петельки набраны. Дальше у нас идут 3 петельки вот здесь вот с этой стороны, то есть вот эти вот, которые я вам показываю. 3 петельки воздушные, 3 петельки сбоку дополнительные. Так, набираем таким образом, чтобы не было дырочек. Смотрите, вот у нас получается. Так, съехала у меня опять. Я буду, знаете, быстренько наберу сейчас опять. Спица упала. Одна. Вторая. И третья. Так, еще 3 петельки мы с вами должны набрать. Так, вот, наверное, возьмем отсюда. Вытянем. Можно даже крючок, если где-то тяжеловато набирать петли отсюда. Главное, чтобы не было здесь больших дырок. Так, вот здесь вот возьмем. И вот здесь вот. Так, вот это вот последняя какая-то немножко с дыркой, поэтому возьмем вот таким образом перекрещенный. Вот, вот видите? И оно в принципе нормально. 3 петельки с воздушной, 3 петельки дополнительные. Дальше идут у нас петли все. Рукава 68 петель, так? И мы с вами сейчас их провяжем, и тогда встретимся вот здесь вот. Так, подходим мы к этому нашему ростку. Вот у нас есть петельки. Видите, двойные такие дужечки. И вот мы за эти двойные дужечки будем набирать петли. Так, то есть вот они, вот эти вот двойные дужечки, которые идут. Мы будем провязывать за 2 дужки вместе лицевой. Так, но соединим так, чтобы у нас не было здесь дырочки. Так, если у вас получается, что вот смотрите, вот у нас первая петля, вот эта вот. Так, если мы ее провяжем, у нас здесь получается дырка большая. Поэтому вы можете подхватить, скажем, соседнюю близлежащую стеночку петли и провязать со следующей вот этой вот петлей вместе. Можно взять даже крючок. Таким образом вывести. Вот. Так, и дальше набираем петельки. Вот эти вот 2 дужечки подхватываем. И у нас получится 8 петель по ростку. Так, вот мы набрали с вами 1, 2, 3, 4. Дальше идет у нас 5, 6, 7, 7 и 8. Вот так. То есть мы с вами здесь набрали 8 петель. Так, я разделила вязание на 2 части, то есть на одной половинке 41 петля,
на второй 41 петля, и я буду вязать методом Magic Loop, потому что я, когда вязала первый рукав, знаете, на спицах 40 сантиметров было неудобно, потому что они такие, знаете, узковатые рукава, поэтому на спицах с леской 40 сантиметров здесь будет тяжело вязать. Поэтому лучше всего берите или чулочные, или спицы с длинной леской и вяжите тогда методом Magic. Так, петельки я распределила на две части. Вот смотрите, на одной стороне у нас 41 петля, на другой стороне 41 петля, то есть всего у нас 82 петельки. И мы с вами сейчас будем вязать по кругу, нигде не убавляя эти петли лицевые. Так? Что касается вязания, вы знаете, я вязала на спицах с длинной леской, потому что вот этот вот рукав, первый, который я провязала, на спицах 40 сантиметров было очень тяжело вязать. В самом начале я как бы попробовала, но потом я перешла, потому что рукавчик не широкий, скажем так. Вот, поэтому лучше всего вязать методом Magic Loop. Если вы еще не вязали таким способом, можете перейти по ссылочке, сейчас она появится в правом верхнем углу. И это очень удобный способ вязания таким методом, когда мы вяжем именно на спицы с длинной леской. Вот. Если вы этим способом не умеете, можете, в принципе, вязать и чулочными спицами. Так, и дальше мы вяжем следующим образом. Вот у нас уже набраны петли, 82 петельки. Так, мы будем вязать без убавок 155 рядов на спицах номер 3,75. После этого мы перейдем на спицу номер 3, убавим. В манжете у нас будет 50 петель, убавим 32 петли, и у нас будет провязано скрещенными петлями 5 рядов. 5 рядов мы с вами провяжем вот здесь вот. Лицевые, только лицевые будут. Так, и закрыты будут петельки фабричным способом. Вяжем дальше самостоятельно. Итак, по рукаву я уже провязала 155 рядов, нигде не убавляя. То есть до манжета, от подреза и до манжета у меня провязано 155 рядов лицевой глади, то есть мы нигде с вами не убавляем. Сейчас мы с вами будем убавлять петли. То есть пока провязывать манжет, мы с вами убавим петли. У нас на спицах 82 петельки, и мы с вами 32 петли убавим. То есть получится у нас 50 петель на спицах. Перейдем на спицы номер 3. Я убавила следующим образом. Сначала вот у нас на одной спице 41 петля, на второй. И у нас должно остаться на каждой спице 25 петель. Так, то есть одинаковое количество должно быть и на одной, и на второй спице. Поэтому, если мы будем провязывать одну петлю, вот провязываем, 2 петли вместе, тогда у нас все равно будет много. Будет, наверное, 30 петель. Поэтому в некоторых местах я провязывала подряд 2 петельки вместе, лицевой, за правую стеночку. Так? И тогда уже пересчитайте, где пропускайте, просто лицевую одну провязывайте, а затем 2 петли вместе. В некоторых местах, так вот, допустим, вот здесь вот, видите, я тут провязала 2 петли вместе, здесь подряд, так, то есть нужно все равно старайтесь, чтобы на одной спице оставалось именно 25 петель, и на второй одинаково, а не так, что на одной спице будет, допустим, 30 петель, а на второй 20. Тоже будет, тогда рукав будет стягиваться в одном месте. Так, каким образом мы провязываем 2 петельки вместе? За правую стеночку я вам сейчас покажу. Как я уже сказала, я перешла на спицу номер 3. Манжетик вот этот, он будет совсем небольшой. Так, и вот за 2 передние стеночки провязываем лицевой. Вот так вот. И на каждой спице все равно пересчитайте, так, чтобы было по 25 петель. Вот таким образом. Здесь я уже тоже провяжу 2 петли вместе лицевой подряд.
После того, как у вас останется 50 петель на спицах, провязываем резиночку 1 на 1 5 рядов. Лицевые будут скрещенные. Точно так же, как мы делали вот с вами внизу и на воротничке. Лицевые провязываем за заднюю стенку, а затем вторая петля у нас будет изнаночная. Итак, мы с вами будем провязывать 5 рядов. Лицевая скрещенная за заднюю стеночку. Затем у нас идет изнаночная. Так мы провязываем 5 рядов самостоятельно. Провязано у меня уже 5 рядов лицевые скрещенные петельки. И я сейчас буду закрывать петли фабричным способом. Вы можете закрыть своим любимым способом, можете закрыть и простым способом. Это уже, скажем, на ваше усмотрение. Так, но я вам покажу, скажем, для того, чтобы вы имели представление. Вот если у нас идут лицевые скрещенные, если закрыть петли обычным способом, то у нас закрытие это будет вот так выглядеть. Вот в данном случае вот такая вот будет косичка. Тоже у нас провязаны лицевые скрещенные. На изнаночной стороне тоже скрещены, потому что я провязывала здесь и лицевые, и изнаночные скрещенные. Но в любом случае вот такая вот будет полоска, когда мы будем закрывать петли обычным способом. Видите? Просто вот косичка такая. Если же закрывать петли, как я уже сказала, фабричным способом, у нас будет вот такая вот внизу полоска. Вот она даже выделяется. Видите? Самый край, он такой выделяется. Мне больше нравится. Поэтому вы уже смотрите сами. Или будете вот с этой полоской, значит, это закрываем фабричным способом. Если же без нее, значит, закрывайте обычным способом. Я не буду сейчас останавливаться на этом способе. Вы можете перейти по ссылочке, которая появится сейчас сверху в правом верхнем углу, и этим способом закрыть петельки. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, я буду очень рада. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте пальчик вверх, переходите по ссылочкам в описании, там тоже есть много интересного, полезного для вязания. Всем спасибо за просмотр и удачи!